Ну что, всем снова здрасте, канал Ранчо Санчо. Сегодня я приготовлю бомбезное блюдо. Это будет грудинка тушеная в казане, в обалденнейшем просто соусе. Друзья, когда вы попробуете данную грудинку, вы будете восхищаться, так же как я в первый раз. И вы будете готовить постоянно. И особенно, если вы захотите удивить своих гостей, вы приготовите именно этот рецепт, именно эту грудинку. Да, жирновато немного, да, не совсем полезно, но хотя бы раз в жизни стоит попробовать. В общем, вот таких вот две у меня мясных грудинки. Чем мяснее она будет, тем она будет только вкуснее. Вот две штучки мне будет достаточно. Первым делом я их опалю, чтобы убрать лишние волосинки, которые остались на кожице. Готовить будем с кожицей, поэтому берем горелку и вот так вот потихонечку опаливаем. Ну а дальше берем и нарезаем на порционные кусочки, которые нам необходимы. В общем, нарезать их надо вот приблизительно вот таким вот способом. Раз. И приблизительно сантиметра по 3. То есть вот такие вот будут порционные кусочки. Кстати, да, если вы грудинку купили и здесь попадаются косточки, косточки аккуратно срезаем и оставляем чисто вот сало вместе с мясом. Отправляем сюда либо оливковое, либо растительное масло, чтобы покрыло дно казана. Миллилитр где-то 150. По традиции смажем стенки казана и даем маслу накалиться. Теперь в раскаленное масло отправляем обжариваться грудинку. Со всех сторон мы ее запечатываем, чтобы оставить сок свинины в этой грудинке. В общем, до золотистой корочки обжариваем ее со всех сторон. Так сказать, запечатываем. Друзья, в течение 10 минут обжарили мясо. Посмотрите, оно приобрело румяный вот такой вот цвет, немного с хрустящей уже корочкой. Теперь добавляем темное пиво. Вылили сюда 0,5 темного пива, а пиво придаст очень обалденный хмельной вкус с небольшой горчинкой. Теперь отправляем сюда специи. Отправляем обязательно копченую паприку. Добавляем сюда черный молотый перец. Здесь по вкусу чисто. Любите поострее, можно сделать даже немного красного перца. Добавляем сюда соль. Соли много не добавляем, потому что следом у нас идет соевый соус. Вот так вот сбрызгиваем сюда соевый соус. Также обязательно любые ребра, любая грудинка любит чеснок. Скрывает очень хорошо аромат мяса, поэтому добавляем сюда. Можно тертый, можно измельченный, можно вот так вот через пресс, но чеснока должна быть прилично. Он все равно выпрется, многого что чувствоваться не будет. Поэтому добавляем, вот на такое количество я добавлю 8 там, приблизительно зубчиков чеснока. Теперь убираем газ, ну или огонь в моем случае. Потому что теперь они должны томиться. Вот здесь вот хорошо перемешайте специи, чтобы они распределились. Уложите хорошо грудинку. И обязательно добавляем сюда соус терияки. Знаете, чем мне этот рецепт, точнее, какой рецепт мне это напоминает? Я родом из Хабаровска. И там есть такая вещь, как мясо в кисло-сладком соусе. Это вообще китайское мясо, вот такая китайская свинина в кисло-сладком соусе. Вот этот вот рецепт что-то подобное. И после всего этого заливаем еще 0,5 пива, темного обязательно. И на 1 час мы забываем на прям чуть ниже среднего огня. Сейчас можно здесь чуть-чуть перемешать.
все. Я попробовал, кстати, соус. Вообще прям обалденный соус. С чесночной ноткой, с небольшой сладостью. Вообще класс. Закрываем и ждем 1 час. Друзья, спустя час мы видим вот такую вот красоту. Можно их, если не сильно карамелизовались, можно еще немного их подзолотить. Но у меня все получилось. Огонь. Поэтому просто даем стечь лишнему маслу. И выкладываем их сюда. Вы посмотрите, насколько же офигительнейшая грудинка. Посмотрите, какого она цвета. Класс. Мясо практически разваливается. Вот это мясо вот реально можно есть губами. Я вам сейчас все покажу. Друзья, восхитительная грудинка, которая тает во рту. Вы посмотрите. Ну, вообще класс. Вот ее прям можно практически даже не резать. Она вся расщепляется. Вот посмотрите, жира в ней уже никакого нету. То есть это чисто все вытопленное. И остается чисто только мясо. Ну класс же ведь. И я подал к такому восхитительному мясу картошка-пюре. Вот, ну это просто класс. Я обожаю картошку-пюре и мяско. Просто не передать словами. Сладенькая. Немного острая. А еще помидорчик со своего огорода. Друзья, в общем, что я хочу сказать. Не очень полезно, но зато очень вкусно. Хотя бы разочек себя побаловать вот такой вот вкусной грудинкой, приготовленной в кисло-сладко-остром соусе. Ну просто необходимо. Ее практически жевать не надо, она реально тает во рту. Друзья, это очень вкусно, это очень классно. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Сделай репост данного видео, пожалуйста. До новых встреч, до новых видео, пока.